Здравствуйте, пожалуйста, расскажите как вас зовут и чем вы занимаетесь? Э, Титов Георгий, год рождения 57-й. На станции я 78-го года. Ну, до этого по направлению после техникума сюда был направлен, потом армия, потом сюда приехал. Работал в турбинном цехе, прошел все должности от дежурного слесаря до начальника смены. Значит, в день аварии я работал машинистом паровой турбины. У нас на втором блоке, третья турбина, у нас на блоке по две турбины. 26 апреля работал в смену с утра, с 8 часов. A jak to może tylko jeszcze do awarii, robota na czarnobylskiej elektrostacji, to była wasza pierwsza robota w energetyce или... Я на Чернобыльской получил трудовую, с нее ушел на пенсию. Я больше нигде не работал. А как помните ваш первый день на ЧАЭС? Ну, первый день, во-первых, нас в зону не пускали до сдачи экзаменов. То есть мы должны сначала пройти обучение, сдать экзамены технику безопасности, радиационную безопасность. Потом у нас допускали в зону, и уже под руководством чьим-то мы дальше продолжали обучение, уже непосредственно на рабочем месте. После того, как я сдал, сидели мы сначала в конторе, инженерная группа, там готовили. После того, как я сдал экзамены, пошел, я получил спецодежду белую, зашел в машзал, шумит, гудит. Интересное ощущение было, конечно. Такое величие. Чтобы понятно было, ширина машзала 51 метр, высота 38, по-моему. Еще вглубь там метров 10. Длина, метров 800. То есть объемы огромнейшие. Турбины 49 метров длиной каждая. И махина такая. A jakie było odnoszenie robotników stacji jak to nazywa, nowiczkom? Понимаете, вот первый колышек забили в 70-м году. Приняли решение строить станцию. Оперативный персонал начали, для станции сначала инженерную группу и строительный. Группы инженеры надзора. Оперативный персонал начали принимать за год, за полтора допуска, в зависимости от квалификации. Старший оперативный персонал чуть раньше. Но в то время говорили, что энергетик начинается с третьей станции. Энергетика развивалась очень быстро, блоки строились быстро. Первый блок у нас спустился в 1977 году, то есть через 7 лет после первого колышка. И персонал, у каждого практически были свои ученики. Готовили и на следующие блоки, готовили и на другие станции. То есть к ученикам отношения. Я его сегодня учу, если я не доучил, завтра мне с ним работать, принимать смену. Поэтому и учили серьезно, и качественно, хорошо учили. Tak. Помните, кто был первым начальником турбинного цеха, когда вы пришли на работу? Тогда был Плохий Тарас Григорьевич начальником цеха, но он побыл немного, ушел зам главного инженера по эксплуатации и стал Харанчук. С ним мы работали до аварии и немного после аварии. После Харанчука уже стал Шаршун, и Харанчука, уже возраст пенсионный был, его
зам главного инженера, и он курировал цех, потому что Шаршун, ну, не с замов был выбран начальником. Вот. А так обычно начальником становился зам. Ну, отношения, в принципе, были нормальные, добрые. Люди знали, что долго работать. По проекту станция тогда 4 блока работала, 2 блока на острове строилось. И их один, 5-й блок на острове должен пускаться был в 86 году. И проект был еще 4 блока с другой стороны реки. То есть обучение шло на перспективу. Да и Чернобыльская, она первая атомная станция на Украине, первенец. То есть и для других. A wy sami w Czarnobyl przyjechali откуда? Я с Ростовской области приехал. Ну, оттуда в армию на Дальнем Востоке, на китайской границе был 2 года, оттуда с армии уже сюда. I когда вы получили работу на станции, вы тоже получили квартиру в Припяти, да? Или как Нет, это сначала нет, было? у нас я получил общежитие практически, ну, в день устройства на работу. Вот. Потом я долго не становился на очередь. А когда уже собрался жениться, стал на очередь. Потому что если бы я сразу стал, я бы уже был привязан, а мне надо было освоиться. И во-вторых, если бы я сразу стал на очередь, я получил бы однокомнатную квартиру. А так у меня получилось, как в сентябре сын родился, а в декабре я получил 2-комнатную квартиру. Когда вы приехали первый раз в Припять, как вам там нравилось, что вы увидели? Первый раз я приехал в 1976 году. У нас было направление с апреля месяца. Мы в марте защищали диплом, и с апреля сюда направление. А друг, он уже был женат, говорит, поехали, посмотрим. Ну, мы приехали, посмотрели по городу, походили и в тот же день уехали. Ну, стройка большая. Город чистенький, очень ухоженный. Тогда, понимаете, система другая была. Вот городские организации, садики, школы, ОРС, ну, это отдел рабочего снабжения, который снабжал магазины, там кафе, а потом спортивное сооружение, они были в подчинении ведомственные, то есть часть какая-то подчинялась станции, часть какая-то управлению строительства, ну, то есть управление строительства, станция строила садики под нужды своих работников. И вот эти вот организации, они станция содержала. Ну, у нас же получается как, вот промышленный персонал это тот, который зарабатывает себе на зарплату. И есть персонал, который он прибыли не приносит, но он является обслуживающим. Медики, там, садики. Вот они за счет предприятия градообразующего содержались. Ну, поэтому было все в городе. Деньги были, было все. I wy sami w końcu końców получили квартиру, а где сами, в каким микрорайоне? Ну, у нас это получается 4-й микрорайон. Ну, от площади буквально там, ну, 5 минут ходили. Город компактный. Преимущество какое? Строился с нуля, было предусмотрено все. Широкие улицы, аллейки, все засажено деревьями, все зеленое. Город, в принципе, был спокойный. Почему? Потому что и дети, и люди, и по ночам, и по вечерам гуляли спокойно. Это во-первых. Во-вторых, я не слышал, чтобы какие-то, ну, бывает, молодежь там подралась или еще что такое. Потом
за кражи, за все это не слышал. У нас было организовано как? По городу вечером ходили, ну, милиция, там 1-2 человека, и добровольная народная дружина. Когда-то знакомого вытрезвитель забрали, ну, с нашего цеха, он молодой, но я знаю, что не тот, который много пьет. Я попросился в группу, когда дружина наша дежурила, наш цех, я попросился ездить с милицией. Ну, на машине там один мужик идет, ну, шатаясь. Его остановили, спросили, куда идешь, чего дойдешь, помочь, пошел. Ну, понимаете, разные задачи у милиции и у полиции были. Милиция по своему статусу, она должна охранять законность имущества граждан. А полиция – это уже государственный орган, который защищает государство. Ну, я понимаю, если меня государство обидело, милиционер должен за меня заступиться. А сейчас наоборот. Понимаете, я когда получил квартиру, жена у меня жила в другом городе, и получилось, что она на вечерней заканчивала, и ее дергать, переводить на заочный, год терять. Решили, что она родит ребенка, защитит диплом, и я ее перевезу. Вот. После того, как я получил квартиру, не хотелось с общежития уходить. Правда, мне комендант общежития говорит, тебе, если надо, возьми там матрас, белье, надо будет, приходи, меняй. Ну, то есть, в этом плане друзья сразу отдали раскладушку, потому что квартира пустая. А я потом мебелью обзавелся, долго искал, кому эту раскладушку дальше передать. Переходящий приз. Jak wyglądała taka obyczna robota na turbinnym cechie? Ну, у нас был хороший график. Мы 3 смены работали, 2 дня выходных. 3 дня работали, 2 дня выходных. И получалось, что, ну, во-первых, на смене нормально, одним коллективом. И много выходных можно отдохнуть. У нас 2 лодочных станции, яхт-клуб в городе был, у меня лодка была, а я купил мотор 25 лошадиных сил. Мне хлопцы отдали лодку «Прогресс», ну такая хорошая. Ну, правда, в общежитии все общее было, надо, взял ключи, поехал, покатался на рыбалку. А так, хорошо еще, что было сменой, ну, и сквозной сменой, то есть все цеха, и сменой цеха. Мы часто собирались в компании, как у нас были, ну, в то время нормы сдачи ГТО, ну, то есть спортивное соревнование. Хороший в смене организатор был, мы договаривались, когда лыжи сдавали зимой. Ну, приходит, говорит, я договорился, скидываемся по столько-то, ты берешь то, ты берешь то. Взяли мясо, водки, с базой договорился, взяли лыжи, мы топчем лыжню, идем самое первое, а сдаем лыжи, когда уже погуляем. То есть, ну, всегда коллектив сплачивался. И когда уже сюда переехали, в Славутич, я уже начальником смены работал, мы летом, ну, минимум раза 3 ходили, но мы ходили все время с семьями, потому что мужики, жены, чтобы все вместе были. Перед dzień, no 25, jeszcze przed nocą, której była awaria. Wy pomnicie ten dzień? Що ви Помню. Я просто
чем 25-го я был выходной, 26-го моя первая смена с утра. И у меня ночью сон был нехороший. У меня получилось, как мой младший брат, он умер до этого, ему 25 лет, сердце. Буквально за год до этого. И снится, что я подхожу, он подходит, говорит: пора, братишка. Вот такая тревога была. Я говорю: да дети маленькие, куда? Ну ладно, говорит, долго будешь еще жить. И ушел. Вот уж я поехал. Я потом вспомнил. А так. Ну, это может, И как вы помните этот день, когда вы узнали, что что-то на станции случилось? у нас доставка на станцию организована с несколько мест. Вот первое в центре, где мы садились. В будние дни там было 2 очереди, на переднюю, на заднюю дверь автобусы. Один подходит, загрузили, он поехал, другой подходит. Оперативный персонал имел право без очереди заходить. А в в выходные дни у нас было 2 автобуса. Один за час до работы, второй за полчаса. Кому не надо смену принимать, там ремонтные бригады, они за полчаса выезжали. Так вот, я пришел за час, приходили немного раньше, в 7 утра отправляется автобус, приходили, чтобы поболтать с народом. И стоит начальник смены, Усенко Володя, со второй очереди, со второго турбинного цеха. И он своих в отдельный автобус. Я сначала туда, думаю, раньше приедем. Он мне говорит: иди в свой, потому что у нас, говорит, авария, санпропускник наш закрыт. То есть нас повезут переодеваться в другое место, потому что там... Вот. И мы когда поехали на автобусе, народ там перешептывается, разговаривает, поехали на автобусе, мы ехали мимо развала того реактора, развороченный. Когда я уже где-то через неделю, может через 10 дней ехал туда на БТРах, у нас уже смена была совсем малая, со всей станции человек 10. Они даже не БТРы, а радиохиморазведчик, РХР. Так внутри показывало 1000 рентген. Он снижает в 2,4 раза. То есть 2,5 за бортом. А когда вы ехали на свою смену, то что именно вы видели? Этот реактор, как это выглядало? Там в музее есть фотография. Раскрыт полностью. Тогда еще таких работ не началось. Пожарные уже ушли. Ни дыма, ни огня я ничего не видел такого. Вот. На смене были, в тот день, второй и первый блок, они работали на полной мощности в ту смену. Еще не было принято решение остановить. Значит, по маршалу замглавного инженера пробежал, дозиметристы пробежали, информации полной не было. И само это здание реактора, оно было полностью разрушено? Да, у нас получается машинный зал, где турбины стоят, а 2 реактора, 1 и 2, они отдельно, а 3 и 4 они на одной платформе стоят, и они за этим. Развал был, крыша проломилась там, и оттуда графит задувал маршал. Город эвакуировали на 2-й день, потому что там роза ветров, станцию строили, когда преимущественно ветер, с города на станцию. Первые 2 дня он был с города, потом повернулся. И эта смена, как она выглядела? Просто как обычная смена? Или что-то
drugą było? Ну, практически для нас обычная смена. Руководство принимало решение, докладывало все. Единственное, нас просили меньше ходить. Это, может, оно и хуже, потому что на атомных станциях оборудование, каждое оборудование по разным помещениям. И то, которое оборудование может нести с собой загрязнение, оно более мощные стены. А у нас помещение машинистов турбины на 12-й отметке к стеклу, к улице. На улице уже нехорошо было. Потом я узнал, что в помещении было 15 рентгенов. Ну, повезло то, что моя должность тогда машинисты турбины, мы шли через медпункт. То есть мы медицинский допуск каждый день. Ну, как водители, как все. И в медпункте нам уже выдали и йодную профилактику, и еще таблетки какие-то. I jak zakończyłaś ta zmiana? Wy pojechali prosto od domu na autobusie? Да, я менял Колю Соловьева, ну, он напарник, мы сейчас с ним дружим. Вот, я попросил его To зайти. Etot Ага. Я попросил его зайти домой к нам и сказать, чтобы моя никуда не выходила. Ну, женщина же непослушная, ну, детей она не выводила. Мне тогда, я же говорю, одному ребенку 3 года, другому 4 месяца. Малые совсем были. А на следующий день, уже 27-го, мы, 26-го вечером блоки пошли разгружать, останавливать. 27-го мы приехали, нам начальник сказал, 2 турбины, 2 машиниста, говорит, 1 до обеда, 2 после обеда, дозовые нагрузки снижать. Ну, я попросился до обеда, побегал, после обеда пришел, говорю, отпусти семью проводить. Ну, посадил в автобус, попросил соседей присмотреть, помочь. Ну, так. A во время этой смены, до этой смены, когда вы увидели этот разрушенный реактор, вы знали, что это опасно и что... Конечно, знали. Понимаете, во-первых, у нас везде стоят датчики досимметрического контроля. Они световую и звуковую сигнализацию. При любом изменении, повышения уровня, там лампочка зеленая тухнет, красная загорается и начинает звуковая ревуны. А во-вторых, оно ж видно, реактор разрушен, что там. А какие были ваши мысли, когда вы увидели этот разрушенный реактор? Ну, в голове каша. Во-первых, что с турбинами, как дальше семьи, как чего. Ну, шли на работу, никто не ушел, никто не бросил, все пошли. Ну, единственное, что я скажу, что когда где-то через несколько дней уже персонал, часть, которая нужно, перевезли в пионерлагерь, а остальной части оперативного персонала начальник сказал, можете уезжать, потом, когда блоки пускать будут, мы вас все соберем. Был приказ по министерству, уезжали люди на другие станции, им давали квартиры, устраивали временно на работу. Кто захотел, остался постоянно. Когда блоки уже пускали, практически все вернулись. A wasza семья, она была Да, там получилось как. Их, во-первых, эвакуировали весь город. Это 50 тысяч населения. Часть, может, сами уехали, часть это автобусов собрали очень много. И по пути распределяли. Этот автобус туда, этот туда, этот туда. То есть в конечном итоге тяжело было найти семью. Получилось, как я уже где-то через неделю. Я своей сказал, говорю, вот
уедете, будет возможность, собирай детей, это, говорю, и к родителям. Все деньги ей в сумку бросил, все вот эти вот ее золотые побрякушки. Туда, говорю, деньги не жалей, с детьми уезжаем. И информации никакой, мобильных не было, ничего не было. А потом, уже через несколько дней, начальник цеха Харанжук ходит, говорит, другому, говорит, у тебя машина здесь, говорит, бери его и езжайте по деревням искать семью. Ну, мы поехали, а он, во-первых, в соседнем подъезде жил, во-вторых, у нас семьи вместе в один автобус садились. Мы поехали, нашли его супругу, а она сказала, что моя уехала. Вот. Ну, потом уже позвонила родителям, они сказали, что она доехала, все нормально. A wy pomnicie, gdzie same to było? Jaka dеревня? Нет, деревню не помню, потому что мы... Ale gdzie to niedaleko od... Да, по тому району. Там получилось как? Мы с ним выехали ночью, часа в 2-3. Ну, как приехали со смены, пока туда-сюда. В деревню заезжаешь, во всех деревнях были открытые клубы. И во всех клубах были списки. Вот. Заходишь, там или дежурный при клубе был, или еще кто-то, списки полистал, сели, поехали в другую деревню. Я не могу сказать. A was samych przenieśli w Skazocznie, tak? А? Was samych przenieśli w pionierski lager Skazocznie, tak? Да, сказочный. I to było 27 roku. Нет, это было... Później. Там, понимаете, заезд был в пионерлагере. Ну, кто с работы, кто по цехам. Мне получилось, я 26, 27, 28 работал, 29, 30 у меня выходной. Я когда был дома, там у меня в смене работал дежурным слесарем Толик Осипов. И у него жена с детьми уехала, а отец не захотел уезжать. А в деревне условий таких не было, поэтому я их позвал к себе пожить. Ну, после 2 дня, это когда в городе уже никого, так мы уехали в пионерлагерь. Оттуда уже на работу. Ну, а полностью обстановку, ну, относительно, я узнал 27-го вечером. У меня в подъезде, я жил на 4-м этаже, а надо мной на 8-м или на 9-м жил Коля Карпан. Он тогда работал инженером отдел ядерной безопасности. Мы их до аварии звали отдел явных бездельников, а после аварии отделом ядерных безумцев. Поэтому ему дали БТР, и он, ну, там 2 инженера, разведку всех районах, сооружения, места это. В цифрах он ничего не говорил. Короче, я уже был один, я поднялся к нему, позвонил в дверь, открываю, 2 кучки одежды лежат. И он в трусах ходит, и его друг в трусах ходит. Ну, они как с улицы пришли, чтобы не разносить то, что на себя принесли. Ну, я тоже разделся до трусов. Он парень грамотный, уже окна заклеил пленкой, мебель накрыл пленкой. Ну, вот то он просветил заражение. Персонала минимум. Реакторного цеха практически не было. Там они не нужны уже были. С нашего цеха, потому что вода, все надо откачивать, затапливает. Мы ездили туда. И постоянно погромкой, там же штаб гражданской обороны, бомбоубежище, оно проектное, при монтаже станции оно было изготовлено. Вот. И оттуда погромкой то академик такой-то, то адмирал такой-то. Ну, при чем тут адмирал флот?
то инженер по фауне, то по флоре, то инженер по бабочкам. С дозиметристом говоришь, наука понаехала, все, и с прудоохладителя, у нас прудоохладитель 25 квадратных километров был. И до аварии там рыбхоз был, рыбу разводили. Вот. То вылавливали рыбу, смотрели, какие донные, как хищник набирает, как что. Ну, очень наука кинулась. Японцы какие-то порошки присылали, которые, ну, пробовали, засыпаешь, пятно уходит, ну, на основе бора. Потом много робототехники по тем временам. Кстати, первый компьютер я увидел на станции. Это был какой-то 90 какой-то год до 2000-го. Стойка такой ширины, такой глубины, высотой 2,5 метра, кабель трехфазной вот такой толщины, такой экранчик. Вот. А у нас еще на перфорации техника была. A znali wy ludzi, którzy работали w noc awarii na turbinnym cechie trzeciego i czwartego bloka? Oni tam говорили, как это было в этот момент? У меня там на 4-м блоке машинистом турбины работал мой кум. Он старшего крестил. Я когда пришел на смену, он зашел, ну, он погиб, умер. Памятник его здесь, фотография. Так вот, он зашел, у него лицо красное, ну, видать, обгоревшее. И это, говорит, так повезло, говорит, балка упала, крыша рухнула, говорит, рядом, не зацепила. Ну, их всех в медпункт и в больницу. А в больницу сначала у нас в Припяти. Я после работы зашел к нему, крикнул, он, ой, говорит, принеси что-нибудь пить. Ну, я в ближайший магазин соков купил, передал ему, ну, печет. И ночью их на самолете и в Москву в клинику. Так что, а другой, тоже его напарник, тоже с 4-го блока, мой земляк, ему повезло больше. Его раньше, ну, он слабее организмом было, раньше тошнить начало, его вывели. Если, боюсь ошибиться, но у него доза порядка 600 рентген была. Ему хрусталики заменили, там половина органов не работала, то есть ни слюна не выделялась, он ходил с бутылочкой, потом все наладилось. Прожил он еще прилично, ну, больше 20 лет после аварии. А этот первый, о котором вы сказали, как я... Брашник Славик, он умер. Он в Москве похоронен на Митинском кладбище. Когда вы привыкли к этой новой, как это сказать, реальности? Вы дальше работали на электростанции, но это Да. условия трошки были другие. Понимаете, вот я был в той первой группе, которая, ну, осталась. Там надо было расхолодить, слить, опорожнить, ну и так далее. Вот. И мы должны были работать до 15 мая, но у нас, по-моему, 7 человек вывели 13 мая, потому что дозовая нагрузка уже была, перебрали. Ну, с дозиметрическим контролем у нас ничего такого. У нас сначала были индивидуальные фотокассеты, ИФКа. Там фотопленка обычная и 3 слоя пластика. Она может до 2 рентген собирать. Вот. Но они все были там около санпропускника, их засветило сразу. Карандаши, как мы назвали, киды,
здесь в музее есть они тоже, их заряжаешь, даешь, и там стрелочка показывает. Ну, чуть тряханул, стало 50 рентген. Тряханул 3 рентгена. Батарейка села, вообще уплыл. Ну, то есть, относительно, кто не хотел, приходил, говорил, вот со смены, вот у меня 50 рентген, все. А нас вывели 13 мая. Чем это для нас хорошо? Во-первых, нас в другой пионерлагерь. В это время приехали туда все медики свежие. Мы с ними, ну, наплыва такого не было, мы разговаривали. Потому что когда основная группа 15-го приехала, уже с ними не поговоришь. Вот. И потом я 2 недели отдохнул, вернулся. Опять с 1 числа. Ну, хотели не допускать до работы, но там кого-то не хватало, пришлось остаться. Первый раз успокоился, когда мы еще до 13 мая приехали с работы. У нас получалось, как мы когда ездили вокруг через город, мимо развала реактора, там показала большую дозу. И после мы пробивали дорогу, тогда ехали на 2 или на 3 БТРах в связке через пески. После этого там сделали асфальтированную, ну там меньшая дозовая нагрузка была. Вот. Так вот, первый раз я успокоился, мы когда после ночной смены пришли, и, ну, спать-то охота, а сначала там то кровь стоит, то это, сидим в очереди. И один дедок, ну, по нашим понятиям, дедок, вот, тоже сидит, трясется. Я говорю, ну ладно, молодые, ты-то что? Он, ой, говорит, хлопец, я такую дозу поймал в Томске или в Омске, он не помню где. Я говорю, какую? Говорит, не знаю, тогда дозиметриста вызываешь, идет дозиметрист, и за ним 7 человек прибор тащат. Говорит, какую дозу поймала, я не знаю, авария была на каком-то объекте. Но, говорит, у меня 5 лет раны не заживали, то есть большая. Ну, я подумал, если, а какой год, говорю, 57-й. Я думаю, если он 28 лет назад, ничего страшного. I do momentu, когда построили Славуты, что вы где жили? Там в этом В Киеве, сказал? в Киеве. Нам сразу же в тот же год дали квартиры, там дома в Киеве строились, и один дом сразу... У нас дом, цех в доме жил. Я, кстати, в свою квартиру только на 2-й день попал. Семью уже отвез своим родителям. А прилетел на самолете в Киев, прихожу. Я знаю, что где-то там кто-то дает ключи. Ну, квартира распределенная, кто-то с профсоюза, с нашего цеха. Иду, хлопцы кричат, ты чего, да, вот с отпуска в это. Водку привез, заходи. Я говорю, так квартиру, да, потом. Получилось как, у меня квартира в соседнем подъезде на 8-м этаже, лифты еще не запустили. Ну что ты попрешься? Туда, обратно, ну квартира, как у всех. Вот здесь посмотри, да иди за стол. Все было проще. I do которого года вы работали на станции или дальше? Ну, в Славутич я переехал в мае 88-го года. Вот. У меня хорошая квартира была, 3-комнатная на 8-м этаже. Коля Соловьев на 2-м, я на 8-м. Здесь нас судьба вместе держала. А работал я в начале 13-го года ушел. Я просто, у меня был инфаркт, я его что-то с дуру на ногах перенес, потом перестали допускать до работы. Сначала каждый год я должен пролежать, мне дать подтверждение.
А потом ну, врачи говорят, 20% сердца не работает. А потом я смотрю, уже тяжеловато стало. Ушел. А jeszcze про Славутич, когда вы, не только вы, даже и другие работники ЧАЭС и жители Припяти, когда вы приехали в Славутич, albo вас увидели, как он wyglądает, вы пробовали как-то сравнивать с Припятой, или это просто для вас были два разных города? Их сравнивать нельзя. Ну, во-первых, мы приезжали в Славутич, смотрели. Моя не сильно хотела, ну как, я посмотрел, я к этой работе привык, она мне нравилась, несмотря ни на что. Там израненные блоки и все, ну, оно ж и чистили, и мыли, сделали сколько-то модернизаций по системам безопасности, по всем. Моя не сильно хотела ехать. Все-таки Киев, я говорю, ну в Киеве я вас не смогу обеспечить так, как хотелось бы. Ну, то покрутились и решили сюда переехать. Так вот в мае месяце я сначала собрал рюкзак, переехал. Она говорит, если вот этот коттедж, то я согласен. Ну, подошел, мне дали. Переехал. Я сначала здесь переночевал, посмотрел. Окна открытые, птички поют, мошки не кусают. Что еще надо? Какое było wasze odnoszenie k wywodu z eksploatacji последних bloków? Для нас это всех трагедия была. Дело в том, что по тем временам, когда Кучма давал команду на остановку блока, я с группой наших лиц, мы ездили в Киев. Мы были в зале, где он давал команду. Ну, это обрубить все, к чему привыкли. Очень тяжело было. Тем более мы понимали, что безопасность реакторов тогда и сейчас это на несколько порядков отличается. Там все переделали. Ну, требования были международной организации. Ну, а в этот момент отключения третьего блока, то на какой вы там профессии были? Должность. А? На какой должности вы были в момент отключения третьего блока? Начальником смены. Нет, когда всю станцию отключили. Начальником смены. Там еще в 1982 году была авария, там козел был, вы там, у вас было какие там дела, чтобы, ну, тоже с ликвидацией этой аварии? Ну, тогда, понимаете, вот дозовые нагрузки персонала турбинного и реакторного, они сильно различались. Вот дозовые нагрузки персонала турбинного были минимальные. Ну, тогда разрешенная доза была повыше, 5 рентген. Вот. И поэтому, когда в 1982 году канал там сожгли, его меняли, нас привлекали чисто такой механической работе, не требующей большого ума, как наши друзья-реакторщики говорили. Там вынести что-то, помочь, подать, приветовать. Ну и была такая же практика во время плановых предупредительных ремонтов. Нас тоже направляли на неделю в ремонт именно реакторного цеха, чтобы дозовые нагрузки сгладить. Вот так. A jakie jest wasze odnoszenie, albo по-другому, когда вы последний раз были в Припяти? В Припяти я был на 25-летие аварии. Когда я еще работал, блоки уже когда остановили, турбинный цех, свою функцию выполнил. Там какое-то время турбины на валоповорот, чтобы они равномерно охлаждались. Это там
раскачки масла, когда они выполнены были, начали строить заводы по переработке жидких и твердых радиоактивных отходов. Я перешел туда. Это было начало 2003 года. Ну, там, когда еще курирование, монтаж шел, мы работали в день. А когда уже началась прокрутка оборудования, мы пошли по смены. Я там был начальником смены завода. Время свободное есть, обратишься к НСС. Возьмешь машину, поехал в Припять. У НСС, ну, начальник смены станции, у него объекты и в городе есть, там и очистные сооружения, и станция обезжелезывания, насосная. То есть он по графику ездит, у него есть и машина, и возможность. Ну, или с ним проедешь, посмотришь. Ну, столпотворение я не любил. А когда 25-летие было, я тогда уже и детей, и семью, и съездил туда, завел квартиру, показал, завел в это. Ну, короче, после понял, что это тяжело, смысла нет душу травить. A jakie jest wasze odnoszenie k tej czarnobylskiej turystyce? No, jeszcze do wojny. Ну, до войны, до аварии, в смысле, до этой До войны. 22 года. Ну, понимаете, все, люди, если хотят знать, они могут знать, должны знать. Как оно было организовано, я видел только, что приедет группа, там, покормит самого, удивляется, назовет их мутантами. Что не мутанты, если их 40 лет никто не трогал? Сум – это рыба такая, которая растет постоянно. Вот. Походили. У нас был интересный человек, Андреев Юрий. Он говорил, что, ну, потом он со станции ушел еще задолго до Останова, где-то начало 90-х. Он говорил, что станция должна использовать максимальные возможности. Какие, допустим, он предлагал тогда пушнину выращивать, потому что рыбы много, зверь есть, мех не берет. Он все возмущался, почему, допустим, на ту станцию, на АБК, кучу голубей всегда. Говорит, смотрите, голубь за 1 год, он меняет 3-4 поколения. За 10 лет это 30-40 поколений. Ну, биологи говорят, берите, изучайте, как радиация через десятки поколений будет влиять на это. Ну, то есть, поначалу, после аварии, часть была засекречена, некоторые страны просили технологию. Часть была засекречена не потому, что она сильно там заумная, а потому, что стыдно, наверное, показать, как вот эти вот графит лопатами кидают. Вот. Ну, подход некоммерческий был. A wy widzieli какие-то фильмы, сериалы про Czarnobyle? Или не хотели? Я уже очень давно не смотрю, потому что вот когда я еще работал, нам давали, ну, фильм собирались снимать и давали, ну, сюжет почитать и внести изменения, ну, замечания, изменения, там, правки. Ну, много глупостей там. Я смотрю, я почитал, время когда было, почитал замечания изменений больше, чем сценарий фильма. Ну и тем не менее его поставили так, как надо поставить. Ну, как они решили. Так что тут с этим бороться, ну, каждый выполняет свой заказ.
Ну, там еще в 90-х была вторая авария, другая авария, что там крыша была разрушена, и там этой части крыши, но они тоже пошли на питательные насосы, если я хорошо помню. Ну, как вспоминаете эту ситуацию? Это было на моей смене. О, Я практически во всех авариях прошел. У нас получилось, мы тогда работали по 8 часов. Это потом мы перешли на 12-часовой рабочий график. Там получилось как? На останове и на пуске присутствовать должен замначальника цеха. Он в основном для того, что если некоторые пункты инструкции требуют согласовывания, чтобы он был под рукой. И мы вот останавливали блок для мелкого, не блок турбину, для мелкого ремонта. Турбина после перекрытия подачи пара, она еще минут 50 на выбеге, то есть обороты сбрасывает. И когда обороты, ну там не по прямой, а сбрасываются так. Когда обороты упали, ну, там уже 200-300 оборотов было, не знаю точно, генератор самопроизвольно включился в сеть. И генератор начал работать в режиме двигателя. Ну, как вам объяснить? Вот турбина с генератором, возбудителем, подвозбудителем 49 метров. То есть там получается цилиндр высокого давления и 4 цилиндра низкого давления. Потом идет генератор. Вот ротор одного генератора весит 200 тонн. Вся турбина 1000 тонн. И вот эти 1000 тонн начали раскручивать. Естественно, вибрация, развалились подшипники, а там у нас охлаждение генератора идет водородом. Водород там 90 кубов под давлением около 5 атмосфер, 4,6, 4,7. Масло на турбине 80 тонн. На генераторе тоже много. Ну и все вот это вот бухнуло, вспыхнуло. Ну токопроводы диаметром где-то 2 метра, 3 штуки, они работали в режиме электродов. Вот. Я как раз спустился, у меня рабочее место на блочном щите и рабочее место в Машзале на нулевой отметке. Там просто, чтобы ремонтный персонал на блочное не шел, допуска по нарядам, по всем, чтобы я спускался туда. И вот как раз я пришел на то рабочее место, ну, бухнуло. Упало 2000 квадратных метров крыши. Погибших не было. Уголовных дел у меня в тот год было 3. Ну, в качестве свидетеля, но нервы помотали. полностью понятно. Нет, просто ровно через 2 недели у меня на другом блоке загорелся кабельный отсек. Там просто кабеля выгорели, электрики запитали, ну, загрузили другие кабеля, ну, другие сборки. Какой-то кабель перегрузили, он загорелся. Так что... A były jakieś jeszcze takie no, maleńkie awarie или... Ну, отключения всегда бывали. Дефекты, там свищ где-то оборвало дренаж, свищ на трубопроводе, это нормальное явление. Ну, более того, я скажу, вот в мире тогда было больше 500 блоков, или 545, ну, не помню, врать не буду. И когда первый блок останавливали в этих, ну, он вошел в 20-ку самых безопасных блоков мира. То есть он проработал около 2 лет без останова вообще.